Всем добрый день! Хочу вас поприветствовать в нашей кулинарной академии Кент. И сегодня мы с вами будем готовить настоящий летний, легкий и нежный десерт, а именно мороженое. И первое мороженое, которое мы приготовим, это мороженое с ореховой пастой. Чтобы начать готовить мороженое с ореховой пастой, что нам нужно сделать? Мы в первую очередь с вами приготовим такой крем, он называется джандуя. Что такое джандуя? Это такой ореховый крем, если вы пробовали, наверное, скорее всего, все вы ели когда-то нутеллу. Это и есть та самая ореховая паста. Это смесь ореха, сахара и шоколада. Мы сейчас с вами сделаем в первую очередь пралине. Это мы запечем орехи и приготовим карамель. Но для того, чтобы нам начать это делать, мы берем орехи. У нас здесь 250 грамм орехов. Вы не переживайте, у нас все ингредиенты будут подробно расписаны в рецепте, который будет прикреплен к видео. Что мы делаем? Мы берем орехи, высыпаем их на противень и отправляем в духовку. Духовку установите на температуру 150 градусов. И где-то это займет у вас буквально 10-15 минут. Обратите внимание, свои духовки. Все духовки могут показывать одну температуру, но греть по-разному. Поэтому обращаем внимание, орехи должны быть такие коричневые, как прокаленные немного. Наши орехи в духовке. Пока орехи наши запекаются, что мы сделаем? Мы приготовим карамель. Смотрите, вы можете приготовить карамель сухим способом, если у вас есть сотейник, вы можете взять, нагреть сотейник и постепенно высыпать сахар. И дождаться, пока он станет того коричневого красивого цвета, янтарного, так скажем. А мы с вами будем готовить карамель в кукинг-шефе, и мы облегчим себе немножко задачу, мы его смешаем с водой. Мы берем 200 грамм воды, опускаем в дежу и берем сахар, и туда же отправляем весь наш сахар. А теперь мы возьмем насадку, подключим ее, перемешаем наш сахар и установим температуру 180 градусов. Смотрите. Смотрите, на первом этапе, что для нас важно? На этом этапе нам важно, чтобы наш сахар полностью растворился в воде. А потом мы уже включим температуру и можем убрать насадку, так как она нам будет тут уже не нужна. Давайте просто включим машину. Наш сахар слегка растворился, мы убрали насадку, так как она нам тут уже не нужна. Мы сейчас что делаем? Мы устанавливаем температуру 180 градусов, обязательно подтверждаем. Не забывайте, когда вы выбираете температуру, обязательно повторное нажатие «Подтвердить». И все, и оставляем до того карамельного цвета, который вам будет необходим. Смотрите, орехи мы смешали с нашей готовой карамелью. Карамель в нашем случае она очень темная, но вы можете выбрать в зависимости от того цвета, который вы хотите. Работайте очень аккуратно, это очень горячо. Сейчас это все остынет, и мы с вами поместим это в кухонный комбайн и сделаем из этого пралине. Если для вас данная карамель будет очень горькой, такого цвета, пораньше выключайте, и будет все прекрасно. Смотрите, наши полуфабрикаты для нашей пасты джандуя готовы. Это наше пралине. Напоминаю, если вы хотите посветлее, просто варите карамель меньше. Шоколад, смешанный с какао-маслом. Что мы сейчас будем делать? Мы возьмем наши орехи вместе с карамелью. Они уже застыли, видите, очень твердые. И помещаем в кухонный комбайн.
предварительно, пожалуйста, установите сразу нож, потом вам будет некомфортно его вставлять. Мы поломали нашу карамель пралине на мелкие кусочки, можете еще сделать мельче. Тогда просто комбайну будет проще его перемолоть. И будем молоть до состояния пасты. Нет, смотрите, нет не до состояния крошки, а именно до состояния пасты. Также вы можете сделать свое собственное пралине и есть его на сладкое, вместо каких-либо десертов. Смотрите, мы закрываем. Итак, мы закрыли крышку нашего кухонного комбайна, открываем крышку высокоскоростного гнезда и устанавливаем наш кухонный комбайн. Проверили, плотно установили и включаем скорость. Смотрите, мы немного промололи, остановили, чтобы вам сказать, до такого состояния это слабо, это такая крошка, нам нужна именно паста. За счет чего у нас получится паста? За счет того, что орехи это то же самое, что и ягоды. И когда мы постоянно их разрезаем ножом, они вырабатывают масло. И мы сейчас будем дальше молоть, пока мы не получим пастообразную консистенцию, и получится она за счет выделенного масла. А мы продолжаем. Обратите внимание, масса уже стала более такой влажной, но еще это не та консистенция пасты, это такая консистенция, назовем ее урбеч. Вы часто, наверное, видели в магазинах, есть паста, а есть урбеч. Урбеч более такой, если скажем, он более крупинистый, мы добиваемся более гомогенной текстуры. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, сейчас мы его снимем. Посмотрите, видите? Оно довольно-таки жидкое. Мы не добавляли специально никакого масла. Если ваши орехи, например, кеш, я знаю, вы можете делать из любого ореха, у нас был фундук. Если ваши орехи менее выделяют жир, например, я знаю, что грецкие орехи более сложно сделать, то добавляйте растительное масло. Еще что очень главное, обязательно используем именно жареные орехи. Почему мы жарили? Потому что при жарке орехи обладают большим ароматом, он более богатый и насыщенный. Запомните, из необжаренного ореха, как такового пралине, вот такой консистенции у вас не получится. У вас это остановится на состоянии урбеч. А сейчас мы растопим шоколад и какао-масло и будем это делать опять же с помощью нашей кухонной машины и насадки для помешивания. И сейчас мы будем топить наш шоколад. А для этого, как я уже сказала, вам нужна насадка для мягких смесей и уже в чаше наш шоколад. Мы открываем машину, устанавливаем нашу чашу на ее законное место, подсоединяем насадку. Обратите внимание, вы услышите такой характерный скрип. Некоторые даже говорят, как будто птичка поет. Но это не птичка, это наша насадка. Она специально опущена в самый низ, чтобы ничего у вас на дне чаши не оставалось. И у вас не было такого, что у вас что-то пригорело или что-то не растопилось. Поэтому она будет скрипеть, это будет совсем чуть-чуть, ничего страшного. Это нормально. Опускаем нашу машину. Так как у нас молочный шоколад, мы устанавливаем температуру 40 градусов. Больше не надо. Подтверждаем. У нас получилось 41. Ничего страшного. И включаем помешивание. Вы слышите тот самый характерный писк, но он скоро пройдет. Смотрите, наш шоколад растопился. Мы сейчас выключим температуру и добавим нашу пасту пралине. Если вы хотите более шоколадного вкуса, просто увеличьте на небольшое количество шоколада. У нас 100 грамм, вы можете взять грамм 120 или даже 200. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы выключим машину.
Поднимаем голову и счистим все с ножа. У нас потрясающая гомогенная паста получилась. Ничем не хуже покупной. И теперь мы всю эту пасту отправляем в кухонную машину. И уже без нагрева просто объединяем до однородного состояния. Наша паста уже в чаше вместе с шоколадом. Сейчас что мы делаем? Просто объединяем без температуры до однородного состояния. И все, вуаля! Наша паста джандуя готова. Мы ее перельем с вами в красивую баночку. Ведь все должно быть у вас красиво. Едим мы в первую очередь глазами. Смотрите, паста очень жидкая, но вы не переживайте. Когда она постоит в холодильнике и стабилизируется, шоколад загустеет, орехи тоже, какие бы они ни были, даже там у нас есть еще сахар, она у вас застынет. И переливаем в красивую баночку. Смотрите, что еще удобно, на кухонной машине есть специальное отверстие, которое помогает вам, аккуратно вылив, не расплескав содержимое вашей чаши. Наша паста джандуя готова. Но это только первый этап работы с нашим мороженым. Дальше мы будем готовить само мороженое, а это вы можете оставить и есть, намазывая ребенку на хлеб вместо покупной нутеллы. А сейчас мы с вами будем готовить основу для нашего мороженого. Джандую мы с вами уже приготовили, теперь будем делать основу. У нас есть сливки, молоко. И у нас есть стручки ванили, правда он очень старый, ну ничего страшного, любой старый стручок ванили вы тоже можете поиспользовать. И также у нас есть ванильная паста. Что мы делаем? Мы помещаем наш старый стручок ванили на дно чаши, опускаем наши сливки, добавляем молоко. И теперь добавим чайную ложку ванильной пасты. Ваниль всегда потрясающий. Небольшие черные точечки, это же очень и очень красиво. Мы с вами все это добавили. Теперь мы будем заниматься тем, что будем ароматизировать наши сливки. Существует несколько способов. Есть способ холодный и есть способ горячий. Горячим способом мы будем делать на кухонной машине. Есть еще холодный способ, когда вы любой ароматизатор, который вы используете, там боб-тонка, корица или любой другой, цедру, вы заливаете сливки, убираете в холодильник, накрываете пленкой и минимум 12 часов он у вас стоит. А сейчас мы будем заниматься горячим способом настаивания сливок. Мы смешали, добавили наш ароматизатор. Теперь мы подсоединяем насадку для мягких смесей к машине. И что прекрасно в машине, мы устанавливаем температуру 80 градусов, и на этой температуре наши сливки кипеть еще не будут, но в то же время сливки возьмут в себя все ароматы от тот самый прекрасной ванили. Что плюс кухонной машины, так как я сказала, вы установили температуру 80 градусов, самое главное, чтобы сливки не кипели, а при 80 градусах они будут просто настаиваться и кипеть не будут. Установили нашу чашу, закрываем кухонную машину, устанавливаем температуру 80 градусов. И включаем режим деликатного помешивания. Весь процесс у вас не займет больше 20-30 минут. Этого будет достаточно, чтобы сливки получили тот самый прекрасный аромат ванили. Минут у нас прошло, наши сливки прекрасно настоялись, мы чувствуем аромат ванили во всей студии. Мы выключаем.
Теперь мы процеживаем наши сливки через сито. Что делаем дальше? Теперь мы будем с вами варить наш крем. Мы добавляем желтки. Наши сахара. И пробьем это все погружным блендером до объединения. Мы пробили нашу массу до объединения. Если вы готовите основу для мороженого классическим обычным способом, без кухонной машины, таким способом вы пользоваться не можете. Вам нужно будет отдельно смешать желтки с сахаром, протереть их между собой и нагреть вашу массу, то есть сливки вместе с молоком. И в 3 части заливать и постоянно помешивать. Это темперирование желтков. Это закаливание желтка, чтобы он был готов к шоковой температуре. Потому что в сотейнике вы не можете контролировать температуру настолько точно, как вы контролируете ее в кухонной машине. Так как мы выставляем температуру в 85 градусов и машина выше этой температуры не поднимется, нам этим заниматься не надо. Еще один плюс нашей машины, что вы можете подсоединить сразу 2 насадки. Это плюс в чем? Что у вас ингредиенты быстрее объединятся, и у вас все со дна будет счищаться, и с боков тоже. И это выглядит еще вместе очень красиво. Подсоединяем сначала одну насадку и подсоединяем сразу же вторую. Опускаем нашу голову машины, устанавливаем температуру 85 градусов, обязательно подтверждаем и включаем помешивание. Сам процесс у вас займет минут 10-15. Наша масса достигла необходимой температуры 85 градусов. Также она достигла необходимой консистенции. Не пугайтесь, что консистенция будет очень жидкой. Это, так скажем, такой соус англес. Это основа мороженого, поэтому что мы сейчас сделаем? Нам важно сейчас просто выключить температуру и немножко остудить наш крем. Как только наш крем мы остудим, хотя бы до 60 градусов, мы введем нашу пасту джандуя. Наша масса достигла уже необходимых 60 градусов. Что мы сейчас? Мы сейчас ее просто выключим, машину, поднимем голову и выльем наш крем джандуя, пасту джандуя, в основу для мороженого. Теперь мы просто все это хорошо объединяем. Наша масса уже готова. Мы переливаем ее в контейнер, накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник. Это важно. Вы оставьте свою массу для мороженого в холодильнике где-то на 12 часов или можете на ночь. Это мы делаем для чего? Для того, чтобы ваша масса была где-то температурой 4 градуса. Это необходимо для того, чтобы насадка мороженого сделала вам прекрасное, потрясающее мягкое мороженое. Переливаем. Теперь накрываем пленкой в контакт для того, чтобы у вас не было конденсата. Сутки прошли, наше мороженое получилось вот такой консистенции, и оно у нас где-то приблизительно 4 градуса. Мы сейчас перельем его в кувшин. Это для того, чтобы нам удобнее было просто его поместить в насадку мороженицы и не расплескать все мимо нее. Так. Смотрите, сейчас мы будем готовить мороженое с помощью насадки.
Эта специальная насадка называется насадка мороженица. У нее есть две части. Это вот сама чаша, которая в ней хладоген. Она у нас лежала сутки в морозилке. И дополнительная чаша, куда вставляется сама насадка. А вы ее можете использовать просто как дополнительную чашу, когда что-то сбивается, если это не связано с индукцией. Что мы делаем? Мы включаем машину, поднимаем голову, устанавливаем. Смотрите, в комплектации насадка мороженица есть специальная вот такая вот еще насадка, которая будет у вас постоянно перемешивать. Ее необходимо установить именно вот в этот штырь. Что мы будем делать? Мы опускаем голову машины и попадаем именно в штырь. Закрываем. Теперь, смотрите, мы обязательно сначала включаем машину, начинается перемешивание, и только потом мы заливаем массу. Если вы сделаете наоборот, получится, что у вас уже дно начнет замерзать, а потом насадка просто перестанет крутиться. Все. И оставляем это на минут 20. 20 минут у нас уже прошло. И вот такой консистенции мороженое у нас получилось. Смотрите, вот такая консистенция у мороженого. Если вы... Это такого, если назвать ее мягкое мороженое или такой рожок. Если вы хотите более плотное мороженое, то мы рекомендуем вам полностью счистить все и поместить в контейнер, плотно его упаковав, убрать в морозилку. Смотрите, в комплекте мороженицы есть вот такая вот лопаточка. И она, смотрите, как прекрасно сделана для того, чтобы все снимать со стенок чаши. Но обращаю ваше внимание, что она очень нежная и она не термостабильная. Если вы ее будете подвергать воздействию выше 70 градусов, то она просто расплавится и испортится. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы насадку бережем, потому что она у нас одна. Полностью все счищаем с другой насадки. И перекладываем мороженое в контейнер, либо сразу можем есть. Если вы, смотрите, вот эту часть вы вынимаете, эту часть вы можете мыть в посудомойке. Вот эту часть от насадки посудомойки мыть нельзя, она просто испортится. Поэтому мы сейчас возьмем контейнер, переложим. Накрываем и убираем в морозилку.